Приветствую тебя, мой дорогой слушатель! Сегодня я расскажу о исламском, мусульманском искусстве, одном из видов – каллиграфия. Какое место занимала каллиграфия в исламе? Какая она была изначально? Как она развивалась? И какая она в наше время? Об этом ты узнаешь и услышишь в моей статье. Усаживайся поудобнее и наслаждайся прослушиванием. Исламское или мусульманское искусство – это искусство, выработанное народом Ближнего и Среднего Востока в период Средневековья на основе культурных традиций этого района и принципов ислама. Включение в состав арабского халифата огромных территорий от Пиренейского полуострова и Северной Африки на западе и до Инда и Сырдарьи на востоке, завоеванных арабами-мусульманами в VII-VIII веке, стало важным историческим событием раннего Средневековья. Выйдя за пределы Аравийского полуострова, рабы в ходе завоеваний столкнулись с культурой соседних стран. При этом традиции античной Греции и Рима, Византии соединились в арабском халифате с иранской культурой эпохи сасанидов, ранней христианской культуры Египта и доисламской культуры арабов. В результате этого кросс-культурного контакта возникли предпосылки, способствующие выработке новых эстетических канонов. Столь тесное переплетение традиций, навыков, научных знаний оказало чрезвычайно благодатное воздействие на творческую мысль мастеров исламского мира. Уже через некоторое время стали заметны положительные сдвиги практически во всех сферах жизни – поэзии, философии, истории, медицине, математике, астрономии, географии и различных видах искусства. С самого начала искусство мусульманских стран отличалось самобытностью, но было связано с этнической культурой. Однако исламизация, охватывавшая все пространство, выработала общие принципы, которые стали обязательными для всех уголков мусульманского мира. Считается, что ислам запрещает изображение живых существ, в первую очередь людей. Однако этот запрет никогда не был зафиксирован, ибо восходит к более ранним табу на изображение божеств, распространенных на Ближнем Востоке. Однако в Иране, где еще до прихода сюда ислама существовала традиция изображения сцен из жизни правителей в миниатюре, настенной живописи, ковроткачестве, этот запрет никогда не был тотальным. С временем отказ от этого запрета, с некоторыми исключениями, стал появляться и в культуре арабских стран. Каллиграфия, хат или хутут с арабского, в искусстве ислама занимает особое место. Первоначально арабская каллиграфия возникла на базе копирования Корана, который считается творением Аллаха, поэтому написанное слово само по себе получило сакральный смысл. Мистическое отношение к написанному слову создано на мусульманском Востоке из самого процесса переписания Корана, акт, тесно связанный с религиозной догмой прощения грехов. Действительно, многие правители брали на себя обет сделать копию Корана и для этого постигали азы каллиграфии. Сначала арабы пользовались стилем хиджази, в котором сохранился стиль клинописного письма с прямыми углами. Постепенно стали вырабатываться новые почерки, большинство которых было вариантами великолепной шестерки, 6 почерков, призванных каноническими. Это мухаккак, насх, сульс, рикка, райхани, таоки. Каждый почерк принимался в определенной сфере, например, почерком дивани писали дипломатические документы, почерком рикка пользовались в быту, почерком насталик писали комментарии к Корану, а почерк куфи, возникшим на базе хиджази, до сих пор используется в разных вариантах в архитектуре и декоративном искусстве. Каждый из этих почерков зависел от времени, места написания мастера, каллиграфа, имел значение цвет чернил. Известно, что некоторые каллиграфы, изготовив чернила, привязывали сосуд с чернилами на шее верблюда, отправлявшегося в Мекку. Считалось,
что именно этими чернилами следует делать копии Корана. К каллиграфии относились как к точной науке, высчитывалась высота вертикальных букв, протяженность слова на строке. За эталон отсчета брали ромб, который образовывался при прикосновении косо-заточенного калама, тростниковой палочки, к бумаге. Таким образом, протяженность той или иной буквы должна была составлять, в зависимости от почерка, 2 или 3 ромба. Мастера делали затейливые каллиграммы, для которых использовали наиболее популярные фрагменты Корана. Иногда эти каллиграммы состояли из 2 частей, каждая из которой зеркально отражала фрагмент текста. С распространением книги в мусульманском мире более популярным стало скорописные стили почерка – рукка. Как правило, этим почерком написано большинство манускриптов позднего времени. Рукописные книги охватывали все сферы жизни – литературу, науку, религию, философию. Уже в IX веке аббасидские правители стали собирать обширные библиотеки. Халиф Харун ар-Рашид, а вслед за ним и его сын Маамун организовали специальные центры Дар аль-Хикма – Дом мудрости с арабского языка, в которых трудились переводчики и переписчики, благодаря которым уже в XIII веке в Багдаде были библиотеки в несколько десятков тысяч книг. Секрет изготовления бумаги арабы узнали от китайцев в VIII веке, но до этого писали на пергаменте. Это удешевило работу и позволило большему числу мастеров заниматься копированием Корана, заниматься переводами с греческого, пихлевийского языка, книг по истории и медицине. В некоторых книгах по ботанике, медицине, фармацевтике, географии и других уже удерживались рисунки, в том числе географические карты. Позднее появились записи устного народного творчества, в основном поэзия, а также диваны, генеалогические своды и другие сочинения арабских авторов. Спасибо вам большое за прослушивание этой статьи. Ставьте лайки и делитесь своими мыслями о услышанной статье в комментариях. Аудиорассказы от Эдемы Элай.